Всем привет! В этом видео мы сегодня с вами свяжем ножки для нашей зайки. И помимо того, что нужна основная наша пряжа, крючок, наполнитель, игла, нам нужно еще что-то пластиковое. Это будут стельки в ножке. Можно вырезать из чего угодно. Я, например, вырезала их из-под бутылки, из-под геля для стирки. То есть это может быть крышки от майонезов, папки, все что угодно. То есть когда вы свяжете подошву, вам нужно будет вырезать вот такие стелечки. Итак, начнем. Первый ряд вяжем 10 столбиков, ой, извиняюсь, 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И начиная со второй петли от крючка вяжем туда прибавку. Раз, два. Дальше вдоль по цепочке вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. В последнюю петлю, в седьмую, десятую, то есть свяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три и 4. Дальше по второй стороне цепочки также вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в первоначальную петлю, куда мы вязали прибавку, вяжем туда еще одну прибавку. То есть 2 столбика без накида. Теперь нам нужно присоединиться в первый столбик без накида. Не очень тяжело попасть. И делаем соединительную петлю. Вяжем воздушную петлю. И начиная с этой же петли, куда мы присоединялись, мы будем делать так каждый раз. Вяжем прибавку. Так. Затем вторую прибавку. И дальше вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Теперь в эти 4 столбика без накида нам нужно провязать прибавки, то есть 4 прибавки. Раз, два, три,
4. И теперь по этой стороне также вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. И соединяемся в первый столбик без накида этого ряда. Делаем воздушную петлю. Дальше вяжем с этой же петли столбик без накида. Дальше прибавка. И дальше 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше вяжем прибавку. Далее 2 столбика без накида, первый и второй. И опять прибавка. И 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Дальше прибавка. И столбик без накида. И соединяемся в первый столбик этого ряда. Делаем воздушную петлю. А следующий ряд вяжем 2 столбика без накида. Прибавка. Дальше будем вязать по схеме 3 столбика без накида, прибавка, и так 3 раза. 1, 2, 3. Прибавка. И опять 1, 2, 3. Прибавка. И опять 1, 2, 3. Прибавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем как по этой стороне, но уже прибавка 3 столбика без накида, прибавка 3 столбика без накида. Так 3 раза. Итак, прибавка, 3 столбика, 1, 2, 3. Прибавка.
И опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3, прибавка. И 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше вяжем прибавку. 1, да, прибавка и 2 столбика без накида. И присоединяемся. Следующий ряд свяжем просто столбиками без накида, без изменений, то есть без прибавок. Начиная с этой же петли, вяжем этот ряд без прибавок. Довязала я этот ряд и вяжем последний раз ряд по нашей подошве. 2 столбика без накида. Дальше прибавка. И дальше будем вязать 4 столбика без накида, прибавка, так 3 раза. Итак, 1, 2, 3, 4, прибавка. И опять 1, 2, 3, 4, прибавка. И опять 1, 2, 3, 4, прибавка. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По обратной стороне будем также вязать прибавка 4 столбика без накида 3 раза. Итак, прибавка 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И опять прибавка 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Заканчиваем наш ряд прибавкой и 2 столбиками без накида. 1, 2. Нить я обрезаю. И делаю соединение с лицевой стороны на лицевую сторону, то есть увожу нашу ниточку, с изнаночной стороны креплюсь за полупетлю, цепляю, откуда выходит ниточка, и увожу ее назад. Здесь я ее закреплю. Такая подошва у нас получилась. Как вязать верхнюю часть, я не буду снимать, она вяжется точно так же. Единственное, вот сейчас мы отрезали нить, а тут не отрезайте и просто провяжите 4 ряда столбиками без накида, без прибавок, без убавок, без ничего, просто 4 ряда столбиками без накида. То есть оно вяжется точно так же. Единственное, нам не хватает здесь 4 рядов.
Свяжите 2 детали подошвы и, конечно же, 2 вот такие детальки. Можно сначала одну связать и с этой же ниткой начинать присоединять. Можно просто связать сразу 2 вот такие части, но просто оставить нить для того, чтобы мы могли соединить эти 2 детальки. Итак, когда у нас связаны обе части нашей ножки, будем их соединять. Делаем здесь воздушную петлю. И в эту же петлю вводим крючок. Берем нашу нижнюю часть. И вот где закончили вязать, туда же вводим крючок. И вяжем соединительную петлю. И так будем соединять за обе части нашу ножку. Так, здесь подхватываем и здесь. Не пропускайте петельки. Здесь, здесь. Итак, давайте с вами свяжем по кругу. Где-то не довязывая вот столько. Нам нужно будет вставить стельку и наполнить наполнителем ее. Так, довязала я. Здесь оставила небольшое отверстие. Нам нужно сюда вставить стельку. Так. Ровно ее там укладываем. И теперь я набью это наполнителем. Набиваем плотно, очень плотно, чтобы она не была мягкой вообще. Прям туго. И будем дальше до конца закрывать. Так, я набила ножку. Теперь нам нужно соединить до конца. Также соединительными петлями. Здесь прячем наполнитель, чтобы у нас не вылазил. Так, еще чуть-чуть. Эту последнюю тоже. Угу. И я еще раз иду туда, откуда начинала. Отрезаем. Я немножко оставляю подлиннее, чтобы мне ее вытащить вот сюда, так скажем, чтобы спрятать. Так, ее здесь просто потом закрепим. Здесь у нас будет верх ножки. Все, верхняя часть готова. Набита плотно. Нам осталось связать верх.
Так, после того, как закончили вязать вот эту часть, будем набирать 18 петель вот здесь по кругу и вязать в высоту уже ножку. Присоединяемся. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 за 8 ряд. Для удобства, ну, я себе так делаю, я отмечаю эти 18 петель карандашиком. Если у вас, допустим, ну, у меня было так неоднократно, то 19 петель получается, то 17, ничего страшного. Одна петля роль не будет играть. Просто в следующем ряду либо прибавите, либо убавите эту петельку. Так, вот я первую набрала. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Теперь поднимаемся сюда. Ладно, потом спрячем. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. И так нужно набрать 18 петель. Набрала я 18 петель. Вот что у меня получилось. Эти две ниточки связываю, закрепляем их тут. Если кому-то так неудобно набирать, можно отдельно связать ножку вот эту саму по 18 петель и потом пришить. Как бы мне больше так нравится, не люблю пришивать лишний раз. Все, эти ниточки мы закрепили, можем отрезать. Беру контрастную нить. И теперь нам нужно провязать по 18 петель 26 рядов. Первый ряд мы уже связали, то есть нам осталось 25. И вот так по кругу вяжем 20, еще 25 рядов. По мере того, как вы будете вязать вверх, наполняйте ножку наполнителем, набивайте. Я это делаю каждые 5 рядов. Ножка должна быть набита очень плотно, ну не так, конечно, чтобы прям ее, так скажем, растягивала, нет, но она должна быть прям плотной. По мере вязания набивайте ее. Так, связала я 26 рядов, набито у меня плотно. 27 ряд. Вяжем 1 столбик, убавка. И так до конца ряда. Столбик, убавка. Столбик, убавка. После того, как я довяжу этот ряд, я еще
Набью немножко, чтобы совсем плотно было. Так, и последнее. Угу. И когда закроем, мы разровняем там внутри. Так, ну и последний ряд делаем 6 убавок. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая. И последняя, шестая. Нить отрезаем. Убираем контрастную. И давайте вставим ниточку в иголку. Вставила иголку, нитку, то есть в иголку. Теперь соберем эти петельки все. 2, 3, 4, 5. И хорошенько стянем. О, у меня ниточка оборвалась. Придется сейчас что-то думать. Переборщила. То есть сейчас, когда вы закрыли эти петельки, просто спрячьте внутри ножки стежками и иголкой. Вот такие ножки у нас получились. Они у нас готовы. Надеюсь, у вас тоже все получилось.